Ребята, всем привет! Аэропорт Анталии. Друзья, все хорошо здесь, атмосфера хорошая. Вот, не холодно, не жарко. Туристы довольные. Стоят, ждут очередь, сдают чемоданы. Обязательно найдете для себя что-то полезное. Смотрите видео до конца. Хочу рассказать вам, как проходит процедура, когда вы приезжаете в аэропорт. На входе вначале проходите досмотр. То есть через рентген ваш багаж пропускают, там нужно снять ремень, все металлические предметы предварительные. То есть, чтобы зайти в аэропорт, в здание, нужно пройти досмотр. Вот сейчас мы видим, люди заходят. После этого идете сдавать багаж, ваш чемодан. Ручная кладь остается у вас, тоже вешают бирочку. И выдают вам там посадочный талон. То есть уже проходит регистрация, и вам уже определяют место, какое будет в самолете. После этого уже с посадочным талоном, с паспортом вы идете на паспортный контроль. Там еще раз будете проходить досмотр, это уже основной досмотр. Снова просветят вашу ручную кладь, посмотрят ваш паспорт. И после этого проходите уже в зону, которая называется чистая зона или стерильная зона. Ну, то есть вы уже проверены, ваши документы, у вас уже стоит штамп в паспорте. То есть все, вы уже чистые. Вы заходите в эту зону и ждете вылета на самолет. Все. После этого, как пришло время, выходите либо через коридорчик, прям на самолет садитесь, либо вас везут на автобусе к трапу самолета. Заходите в самолет, пристегиваетесь, ложите свою ручную кладь в багажное отделение там над сиденьем. И все, наслаждайтесь полетом. В общем, друзья, процедура несложная. Если вы один раз попробуете, куда-то полетите, отдыхать, то уже в последующем будет очень просто. Как рыба в воде. Все аэропорты похожи, принцип работы одинаковый. Все написано, надписи везде есть, указатели. То есть все спокойно, все комфортно. Еще раз повторю, значит, первое, вы проходите досмотр на входе в аэропорт. Второе, вы сдаете багаж, получаете посадочный талон, проходите регистрацию. Третье, вы идете на паспортный контроль, там вам ставят штамп в паспорте, смотрят, что вы не нарушили там безвизовый режим и так далее. То есть у вас все в порядке с документами. Там же вы проходите еще раз осмотр вашего багажа, ваших документов. И все, и дальше вы уже идете, это уже пятое, да, получается, в эту зону, где будете ожидать самолет. Стерильная зона называется. Шестое, вы уже садитесь в самолет и наслаждаетесь поездкой. $10 получается упаковать чемодан. Сумка получается. Да, сумка, да? Пытаюсь с собой в салон. А, понятно, это ручная кладь. За $1 в аэропорту дают 33,9. Ну, почти 34 лиры. В центре города в Анталии за $1 дают 40-41 лиру. Смотря в каких обменниках. Ну, то есть нормальный такой хороший курс. Это за $1 41 лира. Вот какой курс сейчас в обменниках в Турции? Примерно вот такой, да. То есть сейчас сезон еще в разгаре. Каждые 5-3 минуты прилетают самолеты с разных стран. Давайте я тоже попрыгаю. Оп, 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 оп. И пошли на паспортный контроль. Когда уже сдали багаж, идут уже туда дальше, на вылет. В стерильную зону, так сказать. Да, сейчас вот я подходил в кафешку, тоже смотрел цены. Там бутерброд такой, ну, красивый, вкусный, я думаю. Стоит где-то $10, да. Ну, вот здесь тоже водичка 125 стоит. Вот какие вкусные, видите, пирожки. Ну, где-то по $10. Сейчас смотрел в кафе, вот такая бутылочка стоит 150 лир, а здесь 95.
Можно взять какую-то шоколадку, сникерс. Вот сникерс тоже стоит 150 лир. Взлетная полоса. Детям можно заняться чем-то интересным. Походить змейкой, вот так вот. Поиграть в классики с ребенком тоже хороший вариант. Вот интересно, для детей разные тоже игрушки продают. Магазин специальный. Но почему-то я здесь не вижу лабубу. Сейчас распространенная игрушка лабубу. А здесь ее нету. Губка Боб, или как она называется? Спанч Боб. Или вот такой можно пляжный образ создать себе. Смотрите, как стильно смотрится. А я все ищу лабубу. Лабубы нету, но зато всякие вот такие красивые игрушки есть. Вот, кстати, аптека. Разные витаминчики. Витамин D. Витамин С. Добрый день. Здравствуйте. Хорошие витамины в Турции, качественные лекарства, да? Конечно. Да. В аптеке, Да, да. Аэропорт. В Турции вообще хорошие лекарства. Подделок, говорят, нету в Турции. Не Так говорят, что а нет. вот так вот, видите, говорят, нету. Все. Так что можно купить себе какие-то витаминчики, бадики и поправлять здоровье. Мне объяснили, что на лекарства по всей Турции одна и та же цена, представляете? То есть во всех аптеках. А если БАДы или вот какие-то такие вещи, то может чуть-чуть отличаться. Вот интересно, чемоданы стоят сколько? 15 тысяч лир. Ну, такие прям хорошенькие, качественные. Это еще не duty free, конечно. Duty free это в зоне, в последней, когда вы ходите уже, как сказать, в стерильной зоне, да? А здесь, ну, тоже магазинчики. Вот, например, коробка Рахат Лукума стоит 670 лир. Вот, кофе. Так, не вижу цену. 100 лир, кажется, да? Да когда в магазине 80, в обычном. В принципе, нормальная цена. Шоколад, такой сувенирный, да, подарочный, стоит 820 лир. 16 евро, в общем. Вот такой вот можно подарок сделать, тоже интересно. В общем, ребята, можно совместить приятное с полезным. Сделать шопинг в аэропорту. Сейчас какой-то такой брендовый заходил магазин. Там очень хорошие такие чемоданы, но цена где-то от 400-500 долларов и выше. А этот магазинчик вот попроще. Вот видите, здесь даже можно купить какую-то футболочку за 500 лир, за 600. Цены на чемодан 3000, вот такой большой, 3000 лир. Ну, это примерно там 80 долларов, да? А маленький чемодан, ну смотри, маленький тоже так же стоит. Около 3000, да. Интересно. Это для ручной клади получается. Себе такой модный образ можно собрать. 2000 лир это курточка. 1000 сумочка, ну и так далее. Футболка, штанишки. Такие жилетки. Жилетки. Ну, 1300 стоит, вот так вот где-то. Сегодня, кстати, у нас 27 сентября 2025 год. Сделал обзор, показал вам последовательность действий на вылете, когда летите домой. Ну а сейчас пойдем в тот терминал, где прилетают туристы. Там посмотрим. Вот так выглядит остановка общественного транспорта. Здесь подходят обычные автобусы городские. Такие большие зеленые автобусы, как в любом городе. Проезд сейчас стоит 35 лир в общественном транспорте. Подорожало недавно. Видим, у каждой остановки есть номер. Можно скачать приложение Анталия Карт и доехать до центра города на общественном транспорте. Уехать с этой остановки можно на 400-м автобусе, 600-м и 800-м. 3 автобуса. 400-й автобус, он идет в район Кони-Алты. И там до самого Сарысу, по-моему, на Сарысу у него конечная остановка. Автобус 600 идет с аэропорта
со второго терминала проходит через первый терминал. И конечная у него автовокзал. Отогар по-турецки. А автобус номер 800, он от аэропорта идет в центр. Где-то в центре у него конечная остановка, там рядом, где старый город, ворота Адриана, где-то в той стороне. В общем, ребята, скачайте приложение Antalya Kart, и все, и будете комфортно себя чувствовать, передвигаясь на общественном транспорте в Анталии. Сейчас буду покупать карту. Берем вот это синим цветом Акылlı карт. Акыл — это мудрая, значит, умная карта. Это просто бумажная, это пластиковая. 50 лир стоит, видите? Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Все, вот. 200 лир я положил. 150 будет на карте. 50 стоит сама карта. Вот. Satın alma işlemi başarılı. Все, купил. Сейчас проверим баланс. Просто вот сюда тоже ложим ее. Para üstü verilememektedir. Видите, 150 лир на балансе. 50 лир была сама карта и остаток 150. Пополнять тоже так же. Сюда ложишь, сюда вставляешь купюру и все, и пополняешь. Очень просто. Вот такая карта вам нужна для проезда на общественном транспорте по Анталии. На трамвае, на автобусе, везде она нужна. Но если едете в межгород, Кемер, Алания, в любой другой город, то нужна будет наличка. Наличными только платить, межгород. А вот это вот, кстати, интересно, вот эти оранжевые тумбы, это, видите, трансфер между терминалами. Между первым и вторым терминалом бесплатные шаттлы ходят. Сейчас подойдет автобус, я вам покажу, как он выглядит. Видите, он тоже оранжевая надпись и написано первый, второй терминал. Все это бесплатный автобус, пользуйтесь. Каждые 15 минут ходит этот автобус. Ну а едет он до первого терминала, ну буквально там 3-5 минут. Вообще очень быстро. Бесплатно? Да-да-да. Таксисты не успевают отъезжать. Видите, как востребовано. Сейчас 1 километр по городу стоит 50 лир такси. Чтобы доехать до первого терминала, 200 лир стоит. Кому интересно, посмотрите видео. Я пешком ходил от первого до второго терминала. За 20 минут я дошел пешком. Но это когда без чемодана, без груза. А если с чемоданом, то, конечно, лучше вот бесплатный трансфер, либо такси. Это тоже недорого, 200 лир всего. Либо городской транспорт, большие зеленые автобусы. Есть еще Хаваш автобус. Хаваш называется, да. Он идет до Мигроса 5М. Тоже, по-моему, на автовокзал он заходит. Вот, тоже хороший вариант. Стоит примерно 100-150 лир. Терминал номер 2. Очень красивый, большой. Это новый терминал. Его сейчас расширили. Он такой... все международные рейсы сейчас выполняются именно сюда. Сюда прилетают, отсюда улетают. А на первом терминале там сейчас только внутренние рейсы. Также есть еще какие-то частные вот такие самолеты. Но туда меня не пустят, где частные самолеты. Если только кто-то посмотрит мое видео, какой-то бизнесмен, и пригласит меня в свой частный самолет, но тогда я согласен. Ну а здесь видим, видите, стойки тоже. И встречают туристов с разных отелей. Туристы прилетают, их уже распределяют по автобусам, трансфер и везут в отель. Кстати, есть банкоматы, видите, можно с карты сразу снять деньги. Такой терминал. И Денизбанк тоже популярный в Турции. Рейсы, которые прилетают сейчас в Анталию. Я встречаю сегодня гостей с Астаны. Вот. Почему-то рейс задержали почти на час. Но вижу, уже минут через 30-40 будет этот самолет. Кафешки. То есть, если ожидаете кого-то, можно зайти в кафе. Туалеты бесплатные везде. Так что все удобно, комфортно. Здесь, кстати, вот кафешки, здесь цены, ну, как обычное кафе в городе. Не так дорого, как в самом терминале, в самом
аэропорте. Вот такой вот бургер. Можно перекусить, если проголодались. Здесь за стойкой, где вот турагенты встречают, здесь есть лавочки. Можно сесть, отдохнуть, посидеть. Как раз хорошо видно выход из аэропорта. Если ваш гость придет, как раз будете видеть. Наши счастливые туристы. Привет, привет. Как дела в Астане? Там начались холода. Жару с собой унесла. Приехала погреться? Да. Хотел ехать на трамвае до центра, потом на автобус пересаживаться, но времени уже вообще нету. Пришлось брать такси с аэропорта. Сказали, выйдет примерно 800 лир. Так вот бывает иногда. Ну что ж, иногда надо время покупать. На такси едем со второго терминала до первого. Такси стоит 200 лир. Если до центра города, до Марк-Анталии будет стоить где-то 700 лир примерно. Если до автовокзала, около 1000 лир получается. Здесь есть тротуар, и по нему пешком можно дойти до первого терминала. Где-то 20 минут примерно пешком. Все для вас, ребята, не стесняйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всем пока-пока. Будем закругляться. До следующего видео.